В этом ролике я расскажу вам об анимационных проектах, которые по разным причинам были брошены студиями прямо в процессе создания. Все перечисленные здесь мультфильмы разрабатывались в качестве адаптаций уже существующих франшиз, о которых вы наверняка слышали хотя бы краем уха, так что наливайте чаек в кружку побольше, будет интересно. Cheetos presents Chester Cheetah. I'm just a cheetah. I'm just a cool dude in a loose mood. Вы никогда не задумывались, глядя на мультяшную рекламу Cheetos, что было бы прикольно, если бы существовал полноценный мультфильм про Честера? Лично я всегда об этом думал, ведь Честер будто просто создан для этого, да и к производству рекламных роликов порой даже привлекались именитые аниматоры, вроде Дэвида Фейса, автора «Коровы и цыпленка». Так вот, оказывается, попытка создать настоящий сериал про гепарда Честера была еще в 90-х. На экране вы видите оригинальную рукописную раскадровку к отмененному мультфильму про гепарда Честера. Что вообще такое раскадровка? В процессе создания любого мульта сначала продумывают общую концепцию, создают персонажей, пишут сценарий, потом рисуют раскадровку, озвучивают по ней реплики и начинают анимировать. Раскадровка — это, грубо говоря, сценарий в виде комикса. У вас, наверное, всплывает вопрос, типа: «Диман, откуда ты вообще это нарыл?» Несколько лет назад я решил собирать промо-продукцию, связанную с брендом Cheetos, и увлеченно мониторил зарубежные аукционы. За 5 лет я натыкался там на всякий необычный мерч от надувной фигуры Честера до фирменного спального мешка, но все это мелочи, потому что, сами понимаете, оригинальная раскадровка — это уже какой-то музейный уровень. Я выкупил все доступные на аукционе страницы, а было их 19 штук. Нумерация говорит о том, что всего страниц было нарисовано больше сотни, и где-то в закромах старых анимационных складов они наверняка до сих пор пылятся. Но даже по этим 19 страничкам уже можно иметь общее представление о мультфильме. Концепция крутилась вокруг Честера и его друганов-животных. Все они жили в неволе в зоопарке, из которого гепард мечтал свалить в хипстерский город своей мечты — Хип-Сити. Но не на красном тракторе, как обычно, а на мотоцикле, который он пытался собрать собственными лапами втайне от деспотичного смотрителя зоопарка. Nice bike. Любопытно, что две видеоигры, выходившие для Сеги, как оказалось, сильно связаны с этим отмененным мультом, и из них мы можем узнать чуть больше о героях и сеттинге. Друзья Честера — это огромный хип-хоповый бегемот Хип-О, обезьяна Хиппи Фанки Манки и сом-хипстер Кул Кэт. Да, от мультфильма прям разит американскими 90-ми. Все персонажи тут до абсурда понтовые и крутые, мечтают жить на расслабоне в хипстерграде и гонять на моцике. Потому что мы банда! Банда! Честеру и его пацанам противостоят смотритель гнусный Юджин и сторожевой пёсель Грант. В сюжете раскадровки они воруют детали мотоцикла главного героя, и в первой игре для Сеги завязка точно такая же. Мне нужна ваша одежда, ботинки и мотоцикл. Если судить по второй игре, дальше Честер все же собирал мотоцикл и отправлялся на поиски своего вожделенного города крутости, колеся по всей Америке. Почему же мульт отменили, причем в самом разгаре продакшена? Если верить заметке из газеты «Новая эра Кентукки» за март 1992 года, новость о производстве мультфильма про рекламного персонажа взбудоражила часть общественности, а именно телевизионных активистов, которые подняли волну негодования. Беспокойства заключались в том, что эпизоды якобы будут представлять из себя тупо 20-минутную рекламу вредной еды, хотя снеки в сюжете никак не фигурировали, по крайней мере в тех кусках раскадровки, что я откопал. Не знаю, может, Cheetos должен был выступить в роли корма для животных в зоопарке? Рико, вызволяй нас из этой обширной тюрьмы. Сканы имеющейся раскадровки я выложу к себе в Телеграм-канал и Твиттер, так что подписывайтесь куда вам удобнее, если хотите ее поразглядывать. А я буду надеяться, что однажды найдется и остальная сотня страниц, чтобы мы могли собрать по кусочкам весь эпизод. Если придется, снова буду выкупать эти материалы самостоятельно, благо с карточкой от Тинькофф Банк это делать одно удовольствие. Во-первых, зацените их клевые дизайны карточек, где вы еще найдете карты с Риком и Морти. Во-вторых, мощные плюхи и бонусы. За любые покупки возвращается 1% кэшбэка. Также есть повышенный кэшбэк до 15% в 3 выбранных категориях или брендах, которые можно самостоятельно определить раз в месяц из 6 предложенных в удобном приложении банка. А по специальным предложениям можно сэкономить зачастую еще больше. Ну а также доход на остаток 3,5% годовых, бесплатное снятие наличных в любом банкомате мира и бесплатные переводы денег на карты других банков просто по номеру телефона. Оформляйте карточку прямо сейчас по ссылке в описании и получите лист фирменных наклеек в подарок. Hi, I'm Murdoch Nichols from Gorillaz. Welcome to my crib.
Разговоры о большом мультфильме по мотивам истории вымышленной группы Gorillaz ведутся на протяжении всего их существования, что неудивительно, ведь их анимационные клипы всегда цепляли своим стилем и атмосферой. В 2002 году на DVD первой фазы было выпущено несколько коротеньких мини-мультов продолжительностью по 1 минуте, но фанатам всегда хотелось чего-то большего. Так что в том же 2002-м Джейми Хьюлетт, художник группы, объявил о старте работы над полнометражным мультфильмом, выход которого должен был сопровождаться вторым музыкальным альбомом, планировавшимся в качестве саундтрека. Рабочее название фильма Celebrity Harvest — «Жатва знаменитостей». По сюжету в мире наступал конец света из-за чрезмерно выросшего и мутировавшего эго всякой галимой попсы. Gorillaz распадались, и происходила куча всякого дерьма, от превращения Мёрдока в зомби до преследования членов группы самой смертью. Предложение о создании полного метра поступило от студии DreamWorks, но сюжет разрабатывался отдельно от нее еще на ранней стадии совместно со сценаристами Южного парка и Симпсонов. И когда настал момент презентовать концепцию будущего мультфильма продюсерам, интересы и представления о финальном продукте кардинально разошлись. В DreamWorks хотели семейное кинцо типа «Путешествие в страну Оз», но с Gorillaz, а сами Gorillaz хотели угарный постапокалиптический трэш. Мультфильм был свернут, однако многие его идеи и наработки вошли по итогу в визуальный стиль и клипы второй фазы, а также в книгу Rise of the Ogre — «Становление чудовища», рассказывающей биографию группы. Но это еще не все. В 2017 году Хьюлетт снова пообещал экранизацию, на сей раз в виде мультсериала из 10 эпизодов. И сейчас на дворе конец 2020-го, а мультика так и нет. Зато есть проект Song Machine, что тоже весьма неплохо. Но это тоже еще не все, ведь теперь нам обещают абстрактную полнометражку про музыкальных приматов эксклюзивно на Netflix, причем ходят слухи, будто в работу над ней вовлечен Алекс Хирш, создатель Gravity Falls. И я уже ничему больше не верю и ничего не жду, так что бы там в конце концов не вышло или вышло, я разочарован точно не буду. Я рад, что сама группа в принципе жива и продолжает выпускать треки и клипы. У них там своих проблем хватает, тем более на изоляции. Мультсериал вообще абсолютно опционален. Ребята максимально экономят сейчас. Вон, недавно выпустили клип, снятый в GTA 5, причем в конечном счете его забанили. Скорее всего, потому что группа не получала официального разрешения на такую движуху от разработчиков. Ради любимых героев японские подростки готовы на все: выучить непроизносимый русский или сойти с ума по-настоящему. Пока мы не ушли далеко от музыкальной темы, расскажу про то, как в 2003 году японцы планировали выпустить аниме про группу Тату, которая была в тот момент на пике популярности во всем мире. На самом деле, рассказывать тут особо нечего. Все, что известно о проекте, он должен был носить название Тату Парагейт. На роли режиссеров были выбраны двое опытных аниматоров — Норио Касима и Сусуму Кудо, а опенинг должен был рисовать Синитиро Ватанабе. Не абы кто, а режиссер Ковбоя Бибопа. Из этого вполне могло получиться что-то интересное в духе Daft Punk с их фильмом Интерстелла 5555, но не срослось. Музыкой и сюжетом должен был заниматься тогдашний продюсер татушек Иван Шаповалов, но в 2004 году его выперли из группы и никакого аниме не получилось. В 2006 у Тату вышел клип на песню Гомоносай в аниме-стилистике, но он даже близко не похож на концепты отмененного мульта, так что, скорее всего, не имеет к нему никакого отношения. Вот бы кто-нибудь создал мультфильмы обо мне. О, хотела бы я знать, кто возьмется за подобное творение. Ладно, пока тут речь зашла об аниме, зацените вот эту дичь. В лучшем качестве, к сожалению, этого футажа в открытом доступе до сих пор нет, но суть понятна даже на записи, снятой на старый тапок. Узнаете? Это же Sailor Moon! Неужели я так изменилась? Не понимаю, что все это значит. Оказывается, изначально американцы пытались не просто купить права на трансляцию Sailor Moon, а тупо снять свою версию с участием живых актеров и с кардинально переделанными персонажами. Один вопрос: зачем? А главное, зачем? Скорее всего, они думали, что это будет проще, чем цензурить японский оригинал, в котором были намеки на обнаженку и ЛГБТ-персонажи. Поэтому даже запилили 17-минутный пилотный эпизод, который, надеюсь, однажды найдется, если правообладатели, конечно, не сожгли его с концами в порыве ярости. К такому их лунная призма явно не готовила. Мы, поклонники мультипликации, этим возмущены. На данный момент пилот считается утерянным, а в интернете всплывал лишь этот мыльный клипчик и десятки целлулоидных кадров, которые были обнаружены на заброшенном складе студии Toon Makers, ответственной за анимацию. Бестолочь. Ты хочешь сказать, что упустила кассету? Простите, господин. Никаких извинений.
Напоследок я оставил еще кое-что вкусное и эксклюзивное, а именно целый документище с инфой о несостоявшемся мультсериале про Погмана. В 90-х слово «пог» у подростков несло совершенно другую ассоциацию. Так назывались картонные и пластиковые кругляшки-вкладыши, известные у нас как кэпсы и сотки. Сотку все играют! Сотки собирают! Не буду углубляться в историю этих штуковин, просто отмечу, что они были сверхпопулярны, а их родиной считались Гавайи, где детвора придумала собирать и играть в крышки от бутылок молока. Пог — это по факту название гавайского напитка. Аббревиатура расшифровывается как Passion Orange Guava, микс из маракуйи, апельсина и гуавы. Производители Пога не отставали от тренда с коллекционными картонными крышками, а когда кэпсовая лихорадка добралась до США, этот бренд был с потрохами выкуплен прозорливыми маркетологами из Штатов. Тогда-то они и придумали втюхивать детям картонки уже отдельно от бутылок. Remember Alf? He's back in pog form. You traded my soul for pogs? Фишкам, коих выпускалось неимоверное количество, нужны были яркие картинки и дизайны, и чтобы не заморачиваться с закупкой лицензии на популярных персонажей, было решено использовать доработанного маскота напитка — Погмана. Его новый внешний облик нарисовал Митч Шауэр, создатель Крутых Бобров. Впрочем, персонаж получился больше похожим не на них, а на Кейвмана, принадлежащего студии Ханна-Барбара, или вообще на тасманского дьявола. Кто же такой этот Погман? В России его почему-то было принято считать блохой, хотя на самом деле это неведомый зверь, как Чебурашка, только зубастый. И чтобы приоткрыть завесу тайны героя с быстро растущей узнаваемостью, была предпринята попытка создания о нем полноценного мультсериала, что звучало как вполне логичный шаг. Ведь, согласитесь, глядя на все эти соточки, возникает ощущение, что это изначально и есть скриншоты из мультов. Короче, мне невероятно повезло. Я откопал на аукционе питч-библию по проекту анимационного Погмана, инфо из которой и хочу с вами поделиться. Сканы также будут выложены у меня в Твиттере и Телеграме, ссылочки под видосом. И да, слово «Библия» тут не имеет отношения к вере, хотя любовь к кэпсам у кого-нибудь наверняка достигает религиозных масштабов. Особенно у кого-нибудь, у кого псевдоним начинается на «Сыя», а заканчивается на «Дук». На языке медиапродакшена Библия означает документ с подробным описанием концепции проекта, сеттинг, персонажи, примеры сюжетов и все в этом духе. Из Библии Погмана можно узнать, что герой живет со своим кошаком по кличке Пог-Пус вдали от цивилизации на крохотном тропическом острове. Но каждую серию этих двоих уносит волной на большую землю. Иногда и не только волной, их может зацепить кораблем или проглотить и выплюнуть кит. Погман — тупое и неотесанное существо, которое не умеет толком даже говорить, а по жизни его интересуют только кэпсы и любые похожие на них округлые предметы вроде канализационных люков. Поэтому, сталкиваясь с человеческим обществом, герой должен был влипать в нелепые и забавные ситуации, которые, впрочем, ничему бы его не учили. В эпизодах продолжительностью по 7 минут ему бы приходилось ускользать от грузовиков, пытаясь разобраться с работой светофора. Вместе с котиком они бы стали жертвой уличного грабежа, а еще авторы задумывали научить Погмана ругательствам, что сразу вызвало вопросы у продюсера, который даже оставил на соответствующей странице пометку. В общем-то, если полистать и повтыкать в этот документ, то становится очевидно, почему проект забраковали. Арт симпатичный, но представленные идеи не раскрывают весь потенциал Погмана, который в принципе вполне неплохо бы работал чисто на визуальных гэгах и буфонаде. В итоге сценарные наброски вылились в сюжеты для рисунков на кэпсах и в иллюстрированные мини-книжки. Но на этом все. Одержимость Погами в США продлилась не так долго, и буквально за пару лет рыночек оказался перенасыщен кругляхами, так что интерес к ним быстро пошел на спад. И я сомневаюсь, что мультсериал про Погмана особо смог бы поддержать популярность выходящего из моды развлечения. What? No, I don't want to see your pog collection. Надеюсь, что не зря раскапал все эти материалы, и вам было интересно хотя бы наполовину, так же, как и мне. Поддержите труды лайком и подписочкой, и я обязательно еще вернусь с новой занятной инфой о потерянной анимации. Ну а пока, спасибо за просмотр и низкий поклон!